первой части «Реликтовое излучение» мы выяснили, что фотон, как квантовая функция в полете, не обладает энергией, у него нет координат, нет времени. Он существует в нульмерном измерении, отсутствии протяженности, где есть только начальные параметры – число колебаний, фаза, связь с другими частицами. Энергия возникает только в момент взаимодействия с замкнутой системой. Красное смещение – не потеря, а пересчет числа колебаний на локальное время детектора. Во второй части – реальность. Мы определили фундаментальный закон эмерджентности на основе созданной реальности, который гласит, при взаимодействии трех сущностей четвертое создается автоматически. Этот закон действует на всех уровнях любой замкнутой системы. Теперь мы делаем следующий шаг. Все, что мы называем миром – пространство, время, частицы, поля, причинность – это не объективная реальность в том смысле, к которому мы привыкли. Это результат взаимодействия трех составляющих – нульмерного пространства. Сами эти составляющие есть нечто, которое есть ничто. Их нельзя потрогать, измерить, увидеть, представить. Они находятся за пределами любого восприятия, потому что восприятие возникает только из их взаимодействия. В этой третьей части цикла мы будем говорить об эмерджентном уровне, который называется материя. Он существует, проявляется и взаимодействует благодаря причинно-следственным связям, которые, как и функции, находятся в нульмерном пространстве и нераздельны. Они совпадают как начало и конец квантовых функций. Мы опишем его свойства, законы и то, как он возникает из нульмерного пространства. Но мы никогда не должны забывать, что за всем этим стоит нечто, ничто, основа, которую невозможно воспринять напрямую, но без которой мы бы даже не почувствовали это ничто. В предыдущей части мы столкнулись с парадоксом фаервола. Запутанный электрон падает в черную дыру. Что происходит со связью? Мы нашли ответ. Квантовая функция не исчезает и не рвет связь, а входит внутрь дыры в другой форме. При испарении дыры эта форма перестраивается в фотон, который возвращается, сохраняя запутанность. Также мы выяснили, что конфигурация квантовых функций на нижних уровнях зависит от самого верхнего уровня эмерджентности замкнутой системы. Эта зависимость заключена в природе горизонта событий, границы, которую в физике привыкли связывать только с черными дырами. Оказывается, горизонт событий – не уникальное свойство черных дыр. Он присутствует в любой замкнутой системе. Причина его существования – эмерджентный уровень 0, который мы назвали реальность. Создание эмерджентности само по себе является причиной. И у этой причины есть следствие – реляционная связь, лежащая в основе всего, что описывает наша теория. Именно эта реляционная связь и создает терминатор, который в научном сообществе принято называть горизонтом событий. Что такое этот терминатор? Это не физическая стена, не граница, на которую можно наткнуться. Это логическое условие, в котором причина и следствие совпадают. Терминатор есть прямое проявление нульмерного пространства. Нульмерное пространство – то самое меньшее из всех возможных измерений, и оно, кроме квантовых функций, содержит соответствующие для квантовых функций связи. В нульмерном пространстве, где начало и конец квантовой функции находятся в одной точке, причина и следствие тоже находятся в одном месте. Они не разделены,
нет сначала причина, потом следствие. Есть только логическая зависимость. Одна функция порождает другую не во времени, а в порядке структурной необходимости. Эта зависимость и есть реляционная связь, логическая составляющая всего сущего. Таким образом, горизонт событий черной дыры лишь частный. Самый драматичный случай терминатора. В обычной материи терминатор присутствует всегда. Это любая граница, любое условие, любое начало и конец. В физике с созданием квантовой теории возник парадокс. Квантовые структуры, как основа непрерывного мира, представляют собой прерывистую структуру. Мир, выглядящий как последовательная гладкая реальность, на самом нижнем уровне делится на порции. Эти порции как раз появляются в результате необходимых для их существования связей, которые и делят квантовый мир на составляющие. Без протяженности в нульмерном пространстве эти связи в алгоритмических структурах как раз выглядят как связывающие линии алгоритмических блоков, создавая разрывы. Но на эмерджентном уровне реальность эти разрывы становятся одним целым при взаимодействии трех составляющих эмерджентности. Однако эти связи присутствуют везде. В том числе это проявляется для терминатора, который, по сути, является той же самой реляционной связью, которая сама по себе не является никакой сущностью. Таким образом, терминатор, являясь логической связью, создает материальный мир, частицы, при взаимодействии с вероятностью, исходящей с самого верхнего уровня, возникает логический разрыв, который делит квантовые структуры образованной эмерджентности, реальность, на физически ощущаемые объекты, начиная с планковской длины минимально возможного измеримого разрыва. Как мы помним из первой части цикла, само пространство и время возникают только тогда, когда квантовая функция взаимодействует с замкнутой системой. Без этого взаимодействия нет где и когда. Но материя — это не пространство и не время. Это то, что их заполняет, что движется в них и изменяется. Терминатор создает материю как первичный наполнитель еще до того, как появится сцена, пространство и расписание время. Из предыдущих частей мы знаем две вещи, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Первое. Эмерджентные уровни строятся снизу вверх. Сначала возникает нулевой уровень – реальность. Из него, терминатора и определенных вероятностей верхнего уровня замкнутой системы, рождается первый уровень – материя. Второе вытекает из первого. Конфигурация квантовых функций на любом уровне определяется самым верхним уровнем. Вероятности, исходящие с вышележащих уровней, через терминатор влияют на то, как материя собирается в структуры. Получается, что вышележащий уровень определяет нижележащие. Парадокс. Причина – верхний уровень замкнутой системы порождает следствие, нижележащие уровни, а нижележащие уровни порождают вышележащий. Как это возможно? Если нижележащие уровни порождают вышележащий,
но вышележащий определяет нижележащее, мы сталкиваемся с парадоксом. Причина и следствие замыкаются в петлю. На самом деле никакого парадокса не существует, потому что на этом уровне, на уровне терминатора, на уровне логических связей, времени не существует. Вероятности, исходящие с вышележащего уровня, не приходят из будущего. Они просто есть. Они определяют логические причинно-следственные связи на уровне терминатора. А терминатор, как мы помним, есть условие, в котором причина и следствие совпадают. То, что в обычном мире кажется противоречием, низкий уровень порождает высокий, а высокий определяет низкий, в безвременном пространстве логики не является противоречием. Это одновременная взаимная зависимость. Как начало и конец квантовой функции находятся в одной точке, так и порождение и определение находятся в одной логической связке. Ощущаемая стрела времени, направление от прошлого к будущему, от причины к следствию, возникает не на уровне терминатора. Она возникает на следующих уровнях эмерджентности, когда квантовые функции начинают взаимодействовать с замкнутыми системами. Это взаимодействие создает своеобразный, частотный, тактовый генератор, ритму которого подчиняется обратная сборка материи. На каждом такте материя пересобирается в безвременном состоянии, совпадение превращается в последовательность. Причина и следствие разводятся во времени. Возникает вектор. Сначала причина, потом следствие. Этот вектор и есть стрела времени. Она не заложена в фундаменте реальности. Она – проекция безвременной, логической связи на уровень, где есть пространство, взаимодействие и наблюдатель. Таким образом, обратная сборка, материя, определение нижележащих уровней вышележащим не нарушает стрелу времени. Наоборот, она создает ее основу, логическую связь, которая на более высоких эмерджентных уровнях будет восприниматься как причина рождает следствие. Мы начали с вопроса, что такое материя, и прошли путь от терминатора до обратной сборки, от планковской длины до стрелы времени. Материя – это первый эмерджентный уровень, который мы можем воспринимать как реально существующий. Но мы не должны забывать, что за ним стоит нульмерное пространство, нечто, которое есть ничто. Три составляющие – нульмерное пространство, квантовые функции и поле вероятностей по закону эмерджентности порождают реальность, а реальность – терминатор. И вероятности верхнего уровня замкнутой системы порождают материю. Но уже сейчас мы можем сказать, материя не первична. Первична логическая связь, терминатор и причина – обратная сборка. Мы не живем внутри объективной реальности, как коробки с вещами. Мы живем внутри пересечения множества эмерджентных уровней, по законам которых целое – это совсем не то, что его части. От того, что все едино и нераздельно, а наше сознание пытается описать это в отдельных образах, создается когнитивный диссонанс в попытке отвергнуть то, что для него недоступно в реальном опыте.